Приветствую всех зрителей канала. Павлово поле – один из самых известных исторических районов Харькова. Он отделен от центральной части города Саржиным Яром. Район получил свое название в честь известного купца Павлова, который владел магазином на месте нынешней Павловской площади. Ему принадлежала часть этой тогда еще загородной местности в середине 19 века, площадью около 300 или 400 гектар. В этом видео посмотрим на довоенный, еще целый район Павлово поле. Так получилось, что этот видеоматериал должен был выйти еще в феврале 2022 года. Но по известным нам всем обстоятельствам пришлось регулярно переносить публикацию данного видео на более поздние сроки. Скажу больше, что съемки видео про Павлово поле проходили за 3 дня до войны, 21 февраля 2022 года. Район этот подвергся многочисленным обстрелам, но на видео он такой, каким был до 24 февраля 2022 года. Застройка Павлового поля началась в 1956 году. До этого жители ходили к Саржиному Яру за водой по пыльной сельской дороге. Затем снова поднимались на Павлово поле и брели по солнцепеку на свои участки, тянувшиеся до леса, где ныне проходит улица Деревянка. Это был первый жилмассив, построенный в послевоенные годы на свободных территориях с учетом программы широкой индустриализации строительства на базе домостроительных комбинатов. Микрорайон должны были застраивать постепенно небольшими кварталами около 10 гектаров. Окончательный проект застройки разработали только в 1958 году, который включал прогрессивную на то время систему застройки в виде 5 микрорайонов. Перед вами спортивный комплекс Харьковского национального университета имени Каразина «Унифехт», который был разрушен авиаударом в начале марта. Теперь украинские шпажисты фехтуют посреди руин. На кадрах видно, что часть здания от крыши до пола полностью обрушилась, а окон отчасти нет. Вообще, Павлово поле считается микрорайоном интеллигенции. В частях со старой застройкой живут семьи преподавателей вузов, инженеров и творческих людей. Сюда же стремятся переехать молодые семьи. А в новостройках часто покупают жилье бизнесмены и руководители. Также рядом с метро Ботанический сад находится студгородок. О Павловом поле писал также известный поэт, жизнь которого тесно связана с Харьковом, Борис Чичибабин. Среди огромного количества стихов у него есть строки и о Павловом поле. На Павловом поле Наташа, на Павловом поле живые деревья подходят к высотным домам. И воздухом бора сердца исцеляют от боли, и музыкой Баха возвышенно дороги нам. На Павловом поле Наташа, на Павловом поле мы пили за дружбу, но все это было давно. И если остался осадок из грусти и боли, пусть боль перебродит и грусть превратится в вино. Продолжая историю застройки района Павлово поля, стоит упомянуть, что район Старое Павлово поле, застроенный многоэтажными домами, до постройки виадука по улице Деревянка в 1970 году был соединен с Нагорным районом. Первоначально проект детальной планировки жилого массива Павлово поле, по которому в 1956 году было начато строительство, был выполнен архитекторами Крыкиным, Тюльпой и Фегиным. В основу его архитектурно-планировочной системы была положена регулярная застройка небольшими кварталами по 8-12 гектар каждый. Возведенные 3 квартала в дальнейшем вошли в состав микрорайонов №1 и 2. Авторы застройки этих кварталов – архитекторы Клейн,
Проскурнин и Павленко. В 1958 году был разработан окончательный проект застройки с современным прогрессивным на то время решением в виде системы 5 крупных микрорайонов. В планировке массива впервые для Харькова применены различные принципы микрорайонирования и отражены поиски различных приемов организации застройки: периметрально-симметричный, строчный, свободный, смешанный с выделением архитектурных доминант. А перед вами известное кафе «Зустрич», в простонародье «Шайба» из-за своей уникальной крутой формы. Теперь оно выглядит так. По подсчетам, на май 2012 года на Павловом поле проживали 65 600 жителей. На Павловом поле расположены 2 станции Алексеевской линии метро – 23 августа и Ботанический сад. На Павловом поле в Харькове находится подвесная канатная дорога. Это одна из достопримечательностей города. Ее можно считать визитной карточкой Харькова. Открытие канатной дороги произошло в далеком 1971 году, и задумывалась она как альтернатива городскому наземному и подземному транспорту. На данный момент канатка – это прогулочный аттракцион, который нравится как детям, так и взрослым. Но в данное время, конечно, она не работает из-за военных действий. Давайте еще пройдемся по некоторым улицам района Павлово поле. Возможно, вы увидите для себя что-то знакомое и родное. На Павловом поле также находится городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи номер 4 имени профессора Мещанинова. На территории больницы находится Пантелеймоновский храм Украинской православной церкви. Это очень уютная и светлая церквушка. Я напоминаю зрителям канала, что те кадры, которые вы сейчас видите на экране, записаны 21 февраля 2022 года. Это еще мирный Харьков, еще мирный район Павлово поле. Возможно, это видео заинтересует многих, кто-то увидит свой дом, кто-то сравнит, как было до 24 февраля 2022 года и как стало после. Я решил показать это видео после долгих раздумий, переносов публикаций. Мне жаль потраченного времени, и это все-таки, возможно, уникальные кадры, которые останутся для истории.
Характерной особенностью района является Харьковская телебашня, расположенная в глуби лесопарка. Высота башни составляет почти 241 метр. При ее монтаже был задействован вертолет Ми-10К. Уникальность данного вертолета была в его грузоподъемности. При длине троса менее 25 метров 11 тонн, а при длине до 40 метров 8 тонн. Монтаж конструкции при помощи вертолета занял суммарно 3 часа налета на протяжении 10 дней. На улице 23 августа находится красивая и величественная церковь 2000-летия Рождества Христова. К ней ведут сразу 3 дороги – улица Ахсарова, проспект Науки и улица Деревянка. Место для строительства выбрал митрополит Никодим. Он же осветил это место, а также заложил первый камень в 1996 году фундамент. 11 ноября 2001 года состоялось торжественное освящение храма. Храм признали одним из лучших зданий Украины в 2001 году. Институт низких температур. Построен на проспекте Науки в 1963-1964 годах по проекту архитекторов Васильева, Черкасова и Орешкина. Комплекс образован 6 разноэтажными корпусами, связанными переходными галереями. Памятник воину-освободителю посвящен советским войскам, освободившим город от фашистских оккупантов в 1943 году. Открыт в 1981 году. Инициировал создание памятника Евгений Жердзицкий, который тогда был главным художником и зампредседателя архитектурно-художественного совета Дзержинского района, ныне Шевченковского. Первоначально композиция состояла из 2 солдат, но из-за недостатка финансирования осталась лишь одна фигура, символизирующая воина, который движется на запад. В 2009 году был поднят вопрос о необходимости ремонта памятника. В
течение полугода его отреставрировали, это событие приурочили ко Дню Победы 9 мая 2010 года. Чинили воина-освободителя за внебюджетные средства. Харьковчане называют памятник Павлуша, по аналогии с болгарским памятником советскому солдату-освободителю Алёше. Впервые в Харькове 14-этажный дом стали строить именно здесь в 1969 году. Затем вдоль бульвара по улице 23 августа сформировали целую застройку таких домов. Всего менее чем за 20 лет удалось застроить Павлово поле, если не включать расширение частного сектора и лесопарка. Кроме того, вдоль улицы здесь находятся несколько 14-этажных домов, к которым пристроены одноэтажные магазины и бытовые предприятия. В конце улицы 23 августа расположился кинотеатр имени Александра Довженко. Его построили по типовому проекту. На данный момент район Павлово поле является престижным жилым массивом с развитой городской инфраструктурой.